Ночной поезд мчался сквозь осеннюю темноту. За окнами огни редких деревень, внутри полутемно, тепло и тихо. Пассажиры убаюкивались под ритмичный стук колес. Кто-то дремал, обняв рюкзак, кто-то листал новости в телефоне, кто-то смотрел в окно, погруженный в свои мысли. В одном из купе ехала девушка, лет 25, в пальто, с пушистым воротником, с книгой на коленях. Напротив нее сидел мужчина постарше, с пустыми глазами и странным поведением. Сначала он просто пялился на нее, потом начал задавать личные вопросы, делал случайные замечания с двойным смыслом, а после, при каждом выходе из купе, ненадолго задерживал руку на ее плече. Девушка вежливо просила не трогать ее, старалась отстраниться, но тот лишь ухмылялся, уверенный в своей безнаказанности. Несколько раз она пыталась выйти в тамбур, но он оказывался рядом и снова вел себя навязчиво. Люди в других купе замечали, но, как часто бывает, делали вид, что не замечают. Кто-то даже прошептал: «Не лезь, себе дороже будет». И вот на одной из станций, когда поезд остановился на несколько минут, в вагон зашел человек, невысокий, с седыми висками и серьезным лицом. Сел через пару мест от девушки, заметил тревогу в ее взгляде, короткий, испуганный жест. Он не стал устраивать сцену. Когда мужчина снова подошел к девушке и встал слишком близко, незнакомец спокойно поднялся, подошел, положил руку ему на плечо. «А тебе что?» — пробурчал тот, не ожидая вмешательства. «Мне? Ничего. А тебе? Пора выйти», — ответил старик. Мужчина попытался огрызнуться, но в этом взгляде было что-то такое, что заставило его отступить. Незнакомец вынул удостоверение, что-то военное, серьезное. Позвал проводника. Через пару минут навязчивого попутчика высадили на ближайшей станции. Без шума, но с пониманием. Теперь он не хозяин положения. Девушка тихо поблагодарила. Мужчина лишь кивнул. «Ты не одна», — сказал он. «Просто помни это». Поезд тронулся. Стук колес снова стал равномерным. Но теперь в вагоне появилась новая тишина, не от страха, а от спокойствия. Та, что остается после того, как справедливость взяла верх. И кто-то, незаметный с первого взгляда, сделал мир немного лучше. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.